We jump into being a behavior detective. I want to talk really quickly about the windows of tolerance that we talked about. Прежде чем мы начнем говорить о том, как быть хорошими детекторами, детективами поведения, хочу поговорить с вами по поводу окна толерантности. Мы тоже обсуждали по поводу лучшего определения для того, что такое окно толерантности. Все-таки по-русски окно толерантности немножко не передает смысл, и мы подумали, может быть, окно стрессоустойчивости передаст смысл лучше. Или разрез стрессоустойчивости. Размер окно. So, when we talk about window of tolerance, когда мы говорим об этом окне, did you identify which direction you go? Вы как-то про себя понимаете, в какую грань вас кидает, край в какой, вверх, вниз? If you are hypervigilant, I want you to stand up. Если вы гиперактивны, хочу, чтобы вы встали. Okay, stay standing up. Так, стойте. Tell me things you do to regulate yourself back into your window. Хочу, чтобы вы назвали те вещи, которые вы используете для того, чтобы успокоить себя. Я для себя такую формулу придумала. Не воспитывая в гневе, я могу идти в комнату разъяренная к ребенку, иду, а потом разворачиваюсь и иду обратно. She doesn't raise her kids in anger. She said she leaves. Awesome. Я вспоминаю историю ребенка, если я еще в состоянии вообще. Еще объяснение. Oh, and so where I'm going with this is I want to know what you do, not with your kids. How do you regulate yourself? Я хочу, чтобы вы рассказали, как вы сами себя успокаиваете. Не просто даже не воспитание детей, а вот просто вы... Себя успокоить, потому что так-то чуть-чуть творит-то вообще. Ну, какую-то делать. Yeah, that's the way we regulate ourselves. Just to think this story. Это обосновано, да, и тебя успокаивает через логику. Logic, which tries to use her logic. Okay. So I like to go running. Я бегаю, например. Ну, так как у меня много деток, и если меня разозлил один, я иду к другому и начинаю его усиленно обнимать, целовать и говорю, что я тебя очень-очень люблю. И таким ребенок, естественно, меня тоже обнимает, целует, тоже мне говорит вот эти слова, и я как-то успокаиваюсь. И вот когда я успокоюсь, если не успокоюсь, я иду ко второму, к третьему. Ну как? Perfect, you're getting oxytocin. Оцин получаете. Но как только я успокоюсь, я иду туда и опять пытаюсь доказать тому, кто меня рассердил, что стоит вот, как бы изменить либо ситуацию, либо что-то сделать, чтобы мы с ним помирились. Это на самом деле очень... She feels better. Одиночество. Я должна побыть одна, найти саму себя и найти покой в себе. Я иду к психотерапевту, которого зовут муж. Да, он меня всегда хвалит, говорит, что ты молодец, у тебя все получится. Если ему нет, я ему звоню, рыдаю в трубку. И он мне тоже говорит, все хорошо, у тебя все получится, но мне много времени не надо, я могу сейчас плакать, а через 5 минут смеяться. Это такой характер. Поэтому я быстро прихожу в себя и дальше. Идем в фитнес-клуб, качаем мышцы, отдыхаем, парилка, плаваем в бассейне, восстанавливаем силы. Или идем на лыжах, вот зимой хорошо. Awesome. So we have talking to yourself and talking yourself down, right? Итак, у нас люди сами с собой разговаривают, успокаивают, объясняют себе все. Then we have physical activity. У нас есть те, кто спортом занимается. Then we have hugging children. She dances, listens to music. Да, потом кто у нас? Обнимашки. Один из вариантов, как танцевать,
Does anyone eat chocolate? А шоколад никто вообще не ест. Chocolate actually releases oxytocin. За счет поглощения шоколада у нас окситоцин в организме вырабатывается. Yes. She keeps 5 bars of chocolate. I hide my chocolate in the closet. Я в шкафу прячу. All right. Oh, one more. She milks her cows. The milk cow. Perfect. All right. Let's say. Oh, you want to go ahead? House cleaning. Oh, we call that rage cleaning. Гнев мы вычищаем таким образом. And my kids say, "Oh no, mom's mad and she's rage cleaning." Дети говорят, ой, кошмар, мама злая, вычищает мусор. And so then they leave me alone and the house is really clean. И они уходят из дома, и дом блестит. All right, let's switch. If you go, oh, go ahead. Dogs. Animals are great. Да, животные это хорошие помощники. All right, let's have those of you that go down or dissociate. А теперь наоборот тех, которые, встаньте те, которые диссоциация. Unless you're sleeping. Как это называется? Они отстраняются от ситуации, если кроме сна, что вы еще делаете? Почти то же самое. Плавают. All the same. Cleaning. Тоже убираются. Кое-что всегда с собой. What do you do? Теплая ванна с обмазанием. Я стараюсь что-то менять резко. То есть, если я устала, допустим, на работе или что-то, я стараюсь выйти, где никого нет. Или наоборот, если у меня что-то с мужем не то или что-то такое, я пойду к людям, которые меня принимают, чтобы поменять, чтобы оживить как-то в себе, впечатления какие-то. Lighting a candle, maybe, and lights. No, she says, for example, if she has a conflict with her husband, she goes away and just goes out with friends. У меня прям в сумке ручки для рисования и книжки. She's drawing. Oh, perfect. Я принимаю ванну ароматную. Ногти чищу, крашу волос, Perfect. Thank you. Oh, there's one there. You go. Я говорю, что мамы нету, опять вот одеваю наушники и слушаю музыку. She says mom's gone. She puts new headphones on with music. I'm going to have you all come to my house and clean. Хочу, чтобы вы ко мне приехали домой убираться. All right. We have to be behavior detectives. Do we want to move this over? Нам нужно быть детективами. Свой телефон у нас забыл на столе. С елочкой чей? С елочкой, чей телефон? Это строганного света. Okay, so we're going to talk about becoming a behavior detective, which is what we end up having to do with our kids. Мы сейчас поговорим о том, чем мы занимаемся с утра до ночи. Мы становимся детективами, распознавателями поведения своих детей. And when we talked yesterday about the 1 to 10 of parenting, когда мы говорили вот вчера о вчерашней шкале от 1 до 10, we know we don't want to just punish the 8, 9, 10. Мы знаем, что мы не хотим просто наказывать 8, 9, 10. We want to understand the 1, 2, 3. Мы хотим говорить понимать 1, 2, 3. And so one of the things that I think is really important to us understand is communication. Одна из вещей очень важна для нас – это коммуникация. Our children, because they missed out on early communication, don't often communicate correctly. Из-за того, что наши дети упустили вот этот момент построения коммуникации, навыков общения, не знают, как вообще выражать себя. And so sometimes their behaviors don't actually match what's going on the inside. И очень часто их поведение абсолютно не равно их ощущениям внутренним. So I'm going to ask you guys to do an exercise with me, and it is not easy.
Хочу вам предложить со мной упражнение проделать. Оно нелегкое. My husband and I do this everywhere we speak, and we warn people that this will not feel comfortable, but it's important to understand. Мы, когда с мужем выступаем, часто просим людей в аудитории проделать это упражнение, но предупреждаем, что не будет прям совсем комфортно. And so what I'm going to ask you to do is you're going to get with a partner. Хочу, чтобы вы нашли себе партнера. And it can be someone you know or someone you don't know. Это может быть человек, которого вы знаете или не знаете. And you are going to think of the person in your life that influenced you the most in childhood. Хочу, чтобы вы вспомнили о человеке, который оказал на вас самое большое влияние в детстве. And I'm going to have you turn your chairs to look at that person, and for 3 minutes you're going to talk to that person about the person that influenced you the most in childhood. Хочу, чтобы вы лицом повернулись к своему партнеру и в течение 3 минут рассказывайте своему партнеру об этом человеке, оказавшем на вас самое большое влияние в детстве. Hold on. Подождите. The most important part right now. You have to Важная listen. часть вот сейчас будет, вам нужно послушать. You're both going to end up talking, but the person that is listening. Итак, вы оба будете говорить по очереди, но тот человек, который слушает, you are not allowed to have an emotion on your face. Человек, слушающий, не должен проявлять, нельзя этому человеку проявлять какие-то эмоции на лице. You are not allowed to nod or say Нельзя говорить да или качать головой, вообще ничего нельзя. You are going to completely remain like a wall and just look at them and listen. Слушающему нужно представить, что они стена, и просто слушать, без всяких эмоций. Без никаких эмоций. Нет, хорошие. The best influence. Лучшее влияние, которое самое большое влияние, хорошее оказал на вас. Person that influenced you greatly. В хорошую сторону. And you can talk about them whatever you want to talk about. Что хотите, то и расскажите. Но человек, который слушает, без выражения лица должен слушать. But the important part is the person listening is going to do what we call still face. Но слушающий должен быть таким, мы называем, с каменным лицом. Okay? You ready? Готовы? 3 минуты сначала говорит один, потом 3 минуты будет говорить другой. Но слушающий говорит, слушает с каменным лицом. So I'll tell you when to start for the first person. Я вам скажу, когда первый человек должен начать. Пока выбираете партнера, поворачивайтесь лицом. Okay, so ready, facing your person? Does everybody have a partner? У всех есть партнеры. Hold on 1 second, don't start yet. Подождите, пока не начинаете. Should they look into their eyes? Нет, смотреть надо в глаза, но с каменным лицом, безэмоционально слушайте. Does everybody have a partner? У всех есть партнеры. You guys? All right. And begin. Начинайте.
человек слушает. Чтобы рассказали, какие ощущения вообще. Мне было некомфортно делать номер Мне нужно было включаться, махать, сочувствовать, участвовать. Не хотелось успеха. Go ahead, raise your hand. Когда говоришь с таким человеком, то же самое, что к стене подойти. Это хуже. Ты ожидаешь чего-то, а он тебе сидел. Ну да, обратно. Когда ты говоришь, на тебя каменное лицо смотрит, и не хочешь. Он иногда что-то хочет отвести взгляд, что-то. We've done this with a lot of teachers, and they actually start crying. Мы когда с учителями этот опыт проводим, многие начинают плакать вообще. Because the stress and anxiety gets so high. Потому что стресс и вот эта тревожность, она зашкаливать начинает. How did you feel as the one talking? Тот, который рассказывал, вы себя как ощущали? Как будто перед компьютером на YouTube. На камере, да, сам с собой вроде. Я начала рассказывать и остановилась. So let's think about our kids. Our children, where do they learn how to have emotions and gestures and a language that is silent? Давайте поговорим о наших детях. А где наши дети учатся языку жестов, где они учатся выражению лица?
I'm going to show you a quick video. They did experiments with some babies. Хочу вам показать видео эксперимента, который на детях маленьких провели. And it's called the still face experiment. Называется эксперимент каменное лицо, может, видели. And these mothers are going to do to their babies exactly what you were doing to each other. И вот мамочки со своими детьми проделывали то, что вы делали друг с другом. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. And the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking at her. She points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. It's a little like... Эксперимент 2 минуты длится. So when we look at that experiment, we understand that our communication is way more than words. Когда мы вот смотрим такого вида эксперимента, мы понимаем, что то, как мы общаемся с ребенком, это намного больше, чем слова. And so when we think about how we express our thoughts and desires and intentions, a lot of it is not done on a verbal or word level. Когда мы выражаем свои мысли, чувства, переживания, многое передается невербальным путем. And so what is important for us to understand when we're working with kids that have come with hard backgrounds? Очень важно осознавать и знать, когда мы работаем с детьми со сложным прошлым, that when we are missing or we've not been taught that what's called reflective functioning or reflect the verbal, non-verbal language, нужно понимать, что когда нас не научили вот этой составляющей, которая называется рефлективное функционирование или способность воспринимать невербальные виды общения, our children's communication becomes impaired. То, как наши дети себя выражают, раздваивается. And so what you're going to see is this frantic attempt at self-assertion and separation from you, rather than a mutual interaction. И вы увидите моменты, когда ребенок пытается отделиться от вас, вместо того, чтобы наоборот искать общение с вами. And so when you have a child that has low reflective functioning, ребенок, у которого низкий коэффициент вот этого рефлективного функционирования, you're going to see a large disconnect between their intention and their action. Вы увидите большой диссонанс в том, что они хотят сказать, и в том, что они действительно говорят. Did you eat the cupcake? Ты съел капкейк? Нет. Remember the cupcake story? Помните, я вам про капкейки рассказывала?
His intention was not to lie to me, to get at me. Он вообще не хотел врать, чтобы причинить мне вред. His intention in that moment was to communicate, I might die if I don't lie to you. То, что он действительно хотел сказать, что если я тебе сейчас не обману, мне же смерть. And so the hard part with this is to become a behavior detective and fill in those pieces for our kids. И самое сложное в этом это вот превратиться в детектива такого и те вещи, которые они не рассказывают, не досказывают, заполнить их. And so then, how do we do this with our children? Как мы это делаем с нашими детьми? Do you have any ideas, maybe, how we can increase their understanding of nonverbal communication? Как мы можем помочь нашим детям понять свой невербальный язык общения? Show them. Name the emotion. К нашим эмоциям ставить слова, да, называть. When I was dealing with the child with the cupcake, I needed to talk about not the action, but what he was feeling inside. Когда я вот разбиралась с ребенком с капкейками, мне нужно было говорить не о том, что он делает, а о том, что он чувствует внутри. And that involves ignoring the behavior. И для этого нужно было проигнорировать его поведение. And seeing the child. Увидеть ребенка. And remembering what their 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 are. И еще помнить о том, что его 1, 2, 3, 4, 5 было. And that's hard to do. Это очень сложно. But remember how you felt when you were talking and you could feel the anxiety because the person was still facing you? Но вспомните то, как вы себя чувствовали, когда вы говорили с человеком, человек с каменным лицом сидел. Как как это было некомфортно и стресс какой появляется в организме из-за этого. There are times that our children are feeling that same way because they're trying to communicate to you an internal pain that they don't even understand. И наши дети испытывают такие же моменты беспомощности, когда они пытаются рассказать вам о чем-то, что они сами даже не понимают. And so they did this really amazing study with 6-year-old children. Провели исследование с 6-летками. They took and they showed them 8 facial emotions on a page. На листочке бумаги показали им 6 разных эмоций. There was happy, sad, scared, angry, embarrassed. Вот, там радостный, грустный, напуганный, стыдный ему. And there was one emotion that none of the 6-year-olds could identify in the faces. И была одна эмоция, которую никто из 6-леток не мог распознать. Can you guys guess what emotion that 6-year-olds couldn't identify in the face? Кто-то может догадаться? Да, просто, да? Равнодушие. They couldn't identify scared. Они не могли распознать напуганный, испуганный. And they were really surprised that kids couldn't see scared in another face. И удивились тому, что ребенок не узнает страх как выражение. And so what we understand with kids is, or what we end up doing with kids is we say, don't be scared, you're fine. Очень часто мы детям говорим, не бойся, все будет хорошо. Because how many of us, when our children are little, go, wow, you must be really scared, you look scared. Как многие из нас говорят, тебе, наверное, страшно, да? We don't typically identify that to them, so they couldn't identify it in another person. Из-за того, что мы часто не говорим им об их страхе, что да, тебе страшно, наверное, они не знают, как распознать страх в другом человеке. So what is true for 6-year-olds is also true for a 16-year-old. И знаете, то, что является фактом вот, в жизни этих 6-леток, также относится к 16-летним. If I can't identify anger in myself or fear in myself, I'm not really going to be able to have empathy or identify it in other people. Если я не могу распознать
страх или злость в себе, конечно, я в другом человеке тоже не смогу это распознать. Just like if I can't identify being sad or having anxiety, I'm not going to see it in the face of someone else. То же самое, если я в себе не могу распознать эмоцию страха, я не смогу посмотреть на другого человека, узнать эту эмоцию. So one of the things that's really important is that we teach our children to be what's called mindful. И очень важно учить наших детей быть так называемо осознанными. And so we are naming emotions in order for them to understand and recognize that emotion in themselves. Мы называем эмоции для того, чтобы ребенок в себе мог узнать, распознать эту эмоцию и в других людях. And when we do that, we start to connect intention and action. И когда мы называем эмоцию, мы начинаем соединять намерение и поведение. Because so much of our communication is completely nonverbal and we don't even realize that. Большая часть нашего общения, выражения себя, это невербальное, а мы даже не подозреваем об этом. Until someone comes to a conference and makes you do a really awkward or hard. До тех пор, пока вы не приезжаете на конференцию и вас заставляют эксперимент провести с замершим лицом. And so one of the ways too that we're looking at becoming a behavior detective is you're looking for patterns. Еще один способ, как стать детективом поведенческим, это смотреть на паттерны или шаблоны. На шаблон. Okay, and so if I'm looking for patterns of misbehavior in my children, если я ищу шаблоны плохого поведения в ребенке, I'm not only looking at what the misbehavior is, but I'm looking at what happened right before it. Я не только ищу, что это за поведение, но что произошло до него. Because our kids are pretty predictable when it comes to negative behaviors. Потому что касается плохого поведения, в принципе, наши дети предсказуемы. And so you're looking at times where, wow, I'm really seeing a spike and increase in behavior during this time of day. Вы просто в определенное время суток замечаете такое поведение. And whenever you're able to start identifying patterns, that's going to help you to be able to break those patterns. И когда вы сможете вот эти паттерны, шаблоны поведения найти, заметить, вы сможете нарушить эти шаблоны. Because remember earlier we talked about the kids coming home from school and they were having all those misbehaviors right after school. Помните, мы говорили о том, что дети приходят со школы домой и взрывается все. That mom had identified a pattern that was happening each day. Вот эта мама, она увидела, что происходящее каждый день, шаблон такой. And so then I know the pattern, I'm going to come up with a plan. Итак, я знаю тропиночку эту, и я ее буду разрывать. And I'm going to meet him at the door with a positive feedback loop. Я встречу их около двери с позитивным циклом. Как он назывался там у нас? I'm so glad you're home. I've missed you all day. Я так рада, что ты дома, целый день по тебе скучала. And then I'm going to be thinking about the 4 things from hungry, afraid, lonely, tired. Голодный, одинокий, напуганный, уставший. And I'm going to step in and I'm going to help my kid co-regulate when I see a pattern of behavior at a certain time of day, so I can extinguish that. И потом я присоединяюсь к своему ребенку для того, чтобы разрушить вот этот шаблон поведения, помогая ему саморегулироваться. But what's amazing about that whole patterning or identifying that pattern? Что удивительно в самом процессе вот этого нахождения шаблонов, I am teaching my child to end up being able to regulate themselves. Я учу своего ребенка саморегуляции. Because I'm creating the habit of, wow, when I get home from school, I need a snack. Потому что я же ему новую привычку навязываю, что, когда я прихожу домой, мне надо покушать. And when I get home from school, my mom loves me and I feel safe in my house. Когда я прихожу домой, чувствую мамину любовь, и я чувствую себя в безопасности. And when I'm done with my snack, I'm going to go in my room and I'm going to listen to music. И после еды я пойду в свою комнату и послушаю музыку. And so really, when you guys are dealing with big behaviors, see if you can't find patterns in time of day or what's happening right before they occur. И поэтому, если у вас есть какие-то большие
приступы поведенческие, вам нужно понять, как заметить до взрыва и что можно сделать, чтобы предотвратить. And don't be afraid to name what they're doing, or what the emotions going on. Не бойтесь назвать происходящее своими эмоциями. Эмоции своими словами. Just say the stress model. Yes. Okay, this is the stuff that you guys really, really need, and I need you to get this today. Это для вас очень важно, и я хочу, чтобы вы сегодня это поняли. Okay? These 3 rules are some of the most important things that you can do in understanding your children with attachment issues. Вот эти 3 вещи важны для того, чтобы помочь ребенку со всякими расстройствами привязанности. All behaviors that are negative arise from a state of stress. Все негативные виды поведения возникают из-за стресса. There are only 2 primary emotions. Есть только 2 эмоции, love and fear, которые являются основополагающими. Это страх и любовь. We have other emotions that come from those, but the primary emotions are love and fear. Есть другие эмоции, которые возникают из любви и страха, но это 2 основополагающие. And number 3 is one of the hardest things to understand, especially when you're parenting this. И вот этот номер 3 сложнее всего понять, когда ты воспитываешь детей с нарушениями привязанности. Children with severe behaviors do not consciously choose to act that out behaviorally. Дети с трудным поведением выбирают такое поведение неосознанно. That's such an incredible thought, because there are so many times when I was first parenting. Это на самом деле глубокая мысль, потому что так часто вот в моменты моих первых лет материнства, where I felt like my child was behaving to get at me. У меня было ощущение, что ребенок, вот он меня хочет достать. But when we can step back and realize that they are operating out of their survival brain, но когда мы можем отойти от ситуации эмоционально и понять, что они действуют из лимбической своей системы, and they're not consciously choosing and intending to do something, они не намеренно, не специально делают что-то, that changes then how we deal with behaviors. Если мы все это осознаем, наше отношение к поведению меняется. How do you guys feel about these 3? Что вы думаете относительно вот этих 3 пунктов? Можно спросить? Ввести в зону, середина, чтобы он не ушел в страх, мотор поведения, дать больше ему любви. So what do you do? Okay. So what do we do so that our children do not move from fear and stress up into behaviors? Okay, so what do we do so our kids don't move up into the behaviors? Что делать, чтобы наши дети вот снизу вверх не передвигались? Как говорится, из страха спрашивать. Уделять им внимание. Скорее всего, проговаривать все. Sometimes our kids move really fast from stress to behavior. Очень часто наши дети быстро из состояния стресса вылетают, и уже поведение мы видим. And when that happens, we end up, we're too late. И мы просто опоздали, не заметили. Because we're here. Потому что мы же тоже вот в таком состоянии. And so what we talked about is trying to get them back down to here. А что сделать? Успокоить. Okay? Because when they're here, they're not thinking. Потому что когда они в таком состоянии, они не думают. And they're not consciously acting out of behavior because their thinking brain is not online. И они не намеренно себя так ведут, потому что верхняя часть мозга у них отключена.
like to show this. So look at this iceberg. Смотрите на вот картинку айсберга. Okay, behaviors like an iceberg. Поведение как айсберг. Okay, we see the tip of the iceberg with our kids. С детьми нашими мы видим только верхушку. Okay, and what we want to do is we want to push down the iceberg, right? И то, что мы хотим делать, это мы хотим этот айсберг. But the problem is under the iceberg is what the real issues are. Но проблема вся заключается в том, что не видно, что скрыто нашему взору. Am I safe? Что там? Я в безопасности? Я любим? Я важен? Я чувствую злость? Мне грустно? Я напуган? Я голоден или устал? Я чувствую, что перегружен? У меня задержка развития? Я не могу по-другому общаться? Слишком много стимуляции? У меня сенсорные нужды? Мне нужно понимание или помощь? Okay. I want to show a little clip, so because we've had some deep stuff that we like to show, because it'll make you laugh and it will make you. Каждый раз, когда вы экономите благодаря бюро. Хочу показать вам маленький клип. It'll help you to see it from a different perspective. Чтобы посмотреть на вот все это с другой точки зрения. Я не могу отключить рекламу, так что придется смотреть рекламу, потом можно звук можно. Я не могу регулировать звук. Оказывается, сотрудник бюро. И чем больше вы покупаете, тем больше бонусов. She gets back. We just do it. Дайте мне 30 секунд, я найду на русском. She needs some time to find the progression, she says. Oh, that's not Russian. Oh. I don't know what they're saying. I didn't know if that was, this sounded like Russian to me. Для нее звучало как по-русски. Заметила, что это не по-русски. I've now watched it in Bulgarian and Bosnian. Уже посмотрела на болгарском, в Боснии они досмотрели тоже. So it sounded Russian. Поэтому вроде как по-русски звучало. Okay, so when we're talking about our kids and we're talking about the iceberg, especially when we're working with teachers, I've taken the iceberg picture in to teachers and said, look, I'm going to show you my kid. Let me show you my child. Я, говоря опять про картинку с айсбергом, я показывала картинку учителям и говорила, я вам сейчас покажу своего ребенка. And what you see with my child is that tip of the iceberg. И вот вы на моего ребенка смотрите, вы видите только верхушку. But what's underlying is what they need. А то, что им нужно, это вот внизу. And so sometimes teachers need that visual and something concrete. И иногда учителям нужно увидеть вот эту конкретную картину. And it's been me, my husband and I train large school districts. Мы с мужем преподавали и обучали учителей в разных местах. And we train teachers on working with kids with trauma. И мы говорили о обучении детей с травмой. And when we do this lesson, we always have teachers that end up printing out the iceberg and hanging it at their desk. И часто после наших выступлений учителя распечатывают фотографию с айсбергом и вешают у себя в кабинете. Райли какая-то странная сегодня. Что это с ней? Какое ей быть полсознания в отключке. Без радости плохо. Идея. Пока не появится, будем радовать вместо нее. Гениально. Гнев, страх, брезгливость. Кого мы можем обрадовать? Хорошая новость. Нашла секцию хоккея. Здесь, в Сан-Франциско. И как раз с завтрашнего дня открыт набор. Повезло, правда? Хоккей. Так, ну дальше что? Радость. Где же ты? О, ты похож на нее. Ну да, какое счастье. Что это? Как на радость не похоже? Потому что я не рада. Неужели?
Щука, что-то не то. Может, спросить ее? Не буду. Прощупать нужно. Очень осторожно. Ну, как прошел первый день в школе? Прощупывает. Смех хватит, сам не скажешь. Ну ладно. Ну как? Никак. Сойдет. Самое то. Радость полная раз. Ну да, с ней явно что-то не то. Она себя крайне странно ведет. Что будем делать? Нужно выяснить, в чем дело. Пусть поддержит супруг. Сигнальный кашель. Что она сказала? Что? Ой, извиняюсь, никто не слушал. Я здесь, рычаг. Что ей нужно? Это глупое выражение. Задушила бы его. Дальше. Ну, как дела в школе? Вы проверяли бродильского летчика. Теперь я рад. В школе как в школе. Отстаньте. Что-то случилось? Закатила со стоном глазки. Вот, закричи. Так, включаем строгость. Орать можно и после. Неужели придется? Ай, что это за неуважительный тон? О, кому-то наш тон не нравится. Что вы прицепились? Нормально все. Высокий уровень дерзости. Родительская тревога. Тревога, вы слышали? Повышенная готовность. Знаешь, детка, ты очень удивляешь нас своим сегодняшним поведением. Все, папаня напросился. На, получи. Да? Ну и пусть. Внимание всем. Полная готовность. Снять нервы с предохранителя. Отцовские нервы на входе. Ты меня оставишь. Огонь! Так, в комнату. Марш. Враг бежит! Враг побежден! Радуйся! Дело шло к катастрофе. Полная катастрофа. Летит со мной в небеса. Как называется этот мультик? Головоломка. So we always laugh about that in my house, about putting the foot down. Мы всегда смеемся, вот, вспоминая этот момент, когда and you see the red amygdala going. Вы видите, как миндалина там, and 2 negative feedback loops did not go well. И 2 негативных этих цикла, зацепившись друг от друга, завершилось все не очень хорошо. And so when we look at the stress model, if a child's behavior is a result of stress, how is punishment going to work? Но если поведение ребенка это результат от его реакции на стресс, как наказание вообще поможет ситуации? Is it going to change the brain? Оно мозг изменит? It's not going to change the brain. Нет, мозг, конечно же, не изменится. And so we can come up with formulas to say, if a child does this, then we do that. И, конечно, мы можем придумать формулу, что если ребенок ведет себя так, мы делаем вот так. But the problem is that all children are different. Но проблема в том, что все дети разные. With all different backgrounds. У нас у всех разная история. And I, as a parent, want to be in it for the long game. И я, как родитель, хочу бежать на длинную дистанцию. And the long game is that my child is able to regulate themselves someday and leave my home. А взгляд как бы в долгосрочный, это я хочу, чтобы мой ребенок научился сам себя успокаивать, регулировать и вырасти здоровым человеком. And so what we say and what we talk about. Поэтому что мы говорим и о чем мы говорим, и что выходит из наших уст, are what the 3 things are that are key to what you do with behaviors. 3 вещи, которые важны для регулирования поведения. Regulate. Успокаивайте, регулируйте, да? I'm going to regulate myself first. В первую очередь буду сама себя успокаивать.
which is the hardest person sometimes to regulate. Иногда это самый сложный человек. And you know when you're in the airplane and the oxygen mask drops down? Знаете, вот в самолете маски падают. Who does the mask go on first? На кого одеваем сначала маску? Yourself. На себя. And then your child. А потом на ребенка. So when you hear regulate, I want you to think I'm putting on my mask Поэтому, first. когда вы слышите слово регулируйте, успокаивайтесь, вспоминайте про маску. And so also we remember that when we regulate ourselves, there's not a timeline to do that. И тоже, когда вопрос касается саморегуляции, нет временных рамок для этого. There is no, I have to regulate myself in 2 minutes because I have to deal with this. Это не то, что вот за 2 минуты мне нужно взять себя в руки, чтобы с ребенком справиться. It could take you as long as you need. Сколько времени нужно, столько и посвятите этому. The next word is relate. Второе, общайтесь, взаимодействуйте. Relate is looking at your child and seeing the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это подразумевает, что вы смотрите на ребенка и видите все цифры от 1 до 10. And then we co-regulate. И потом мы, тут такой перевод как сорегулируйте. Понимаете, да, что это вы вместе помогаете, вы как родитель помогаете ребенку саморегулироваться или успокаиваться. And that is when I go to my child and I identify what emotion or what's going on. Выглядит это так, что когда вы вместе с ребенком называете эмоцию, которую он переживает. And I'm going to try and figure out how they can get back in their window. И я могу вместе с ребенком помочь ему обратно в свое окно стрессоустойчивости попасть. But remember, we can't be in our window when we're looking like this. Но помните, что в это окно попасть мы не можем с мозгом в растопырку. So we're going to use tools to bring it back down. Поэтому будем использовать все необходимые инструменты для того, чтобы успокоиться. And so again, it's going to be regulate. Итак, это регулируйте, relate, общайтесь, co-regulate, сорегулируйте. I'm going to end on this today. Okay. Вы понимаете, что я подразумеваю под сорегулируйте, да? Я смотрела просто, как перевести этот термин, ничего подходящего не смогла найти. Может, кто-то предложит? Не очень понятно. Непонятно срегулируйте? Нет, например, я не знаю, сам процесс не расскажешь, просто в плане, вот в терминологии. Помните, что для того, чтобы ребенок сам научился себя успокаивать, ему нужен взрослый. И сначала вместе со взрослым ребенок этому учится. Например, там звук такой, ребенок смотрит на маму. Мама испугалась или не испугалась, бояться, бежать, что делать. И вот этот момент, когда взрослый помогает ребенку себя успокаивать, здесь переведен как сорегуляция. Здесь регулируется, это сначала ко мне относится, потом я вхожу в круг ребенка, говорю с ребенком вместе, и потом я уже взрослый вместе с ребенком ищу способы, как ему себя успокоить. Понятно? Нет, сначала регулируйте, это успокойте себя. Там можно как-то регулируйте себя. Нет, сначала себя успокоили, потом мы с ребенком общаемся, и успокоив его, соответственно, помогаем ему. Может быть, тебе спросить, что имеется в виду, когда речь идет об общении и о регулярности? Что происходит? Second, relate. Okay, so what do I mean by between relate? What's the difference between relate and co-regulate? Oh, okay. So relate is that I'm going to relate and think about my child's history and how that relates to the behavior. Ага. Вот по поводу вот это общайтесь, оно больше как имеется в виду взаимодействуйте. То есть я думаю, да, и во второй вот этот шаг думаю о всех этих цифрах. Помните? 1, 2, 3, 4, 5. Она сейчас пример приведет.
Just example. Okay, give an example. Okay, so, okay, great. Cupcake story. История с капкейками наша. Okay, let's relate his history to why he is lying in that moment. Итак, вспомним про его прошлое, почему он в этот момент обманывает. Even if I know nothing more than he just came into my home as a foster child, that would be enough that he would be in a stress brain. Даже если бы я не знала ничего о его прошлом, кроме того, что вот он из системы ко мне домой попал, я уже понимаю, что он действует в состоянии стресса. But as a behavior detective or as a parent, I'm going to start looking deeper into this behavior. Но будучи родителем-детективом, я буду глубже копать, почему такое поведение, обман. And the more I know my child and their history, the more I'm going to understand what is driving that behavior. Чем больше я знаю прошлое ребенка и знаю ребенка, тем больше я буду понимать, что мотивирует моего ребенка вести себя вот так. Because the reality for this boy was that he had been without food for many periods of time. Потому что этот ребенок голодал в прошлом. So early food deprivation was driving the behavior in that moment. Голод в детском возрасте двигал его поступать именно так, как он поступил. And remember the child getting off the school bus and throwing his backpack? Помните сына, который пришел домой и швырнул свой рюкзак? I'm going to relate my child. I'm going to look at my child and I'm going to relate, and I'm going to be thinking, what happened today? Ooh, he had school today. He has social anxiety. Maybe he had a test. So relate is to relate to the experiences or the history of the child. Перевод неправильный. То, что я смотрю на вот этого сына, который свой рюкзак кинул, и я вот то, что Диана говорила даже, да, что я вспоминаю о том, почему мой ребенок мог бы так себя вести. У него сегодня тяжелый день в школе у него очень много стрессовых ситуаций возникает. Историю ребенка вспоминаем, поэтому как лучше перевести вот этот второй шаг? Как? Обратиться к истории. Соотнестись или обратиться к истории, да. Обратиться к истории. Или вспомнить. Проанализировать. Причину. Iceberg. This maybe just think of iceberg. Okay. In the second. Maybe give me different, like, we'll work on this because this is what we're working off tomorrow. We're going to start hitting behaviors tomorrow. Завтра мы будем говорить о поведении, и мы будем больше об этом говорить, поэтому нам нужно определиться с термином тоже. So I need to make sure it translates well so you understand. Нужно, чтобы был правильный перевод, чтобы вы запомнили и понимали. Relate. Выявить причину, да. Выявить причину, найти причину, определить причину, да. Если кому-то за ночь придет хорошее слово, завтра скажите мне. Relate. По-английски слово relate. Relate. I think we're all getting tired. Well, but they're thinking, they want to understand. And we are, because we are going to start going through this, and I'm going to have you guys walk through it too. Мы будем завтра прям разбирать по шагам. Вы каждый будете это делать. I'm going to end with questions today from our pile. Do we have those? I have a few of them. Да, мы закончим But сегодня what вопросами. I wanted to do first was talk about a question that we had earlier and explain something that I learned through an amazing therapist. И я хочу поделиться то, о чем мы уже говорили немножко пораньше. So, my son was seeing a specialist because he was having so many extreme behaviors. Мне пришлось обратиться с сыном к психологу, к терапевту, к психотерапевту, да, потому что были вообще сложности в поведении. And I felt like I just kept hitting a wall and trying to understand what was going on. И я просто как будто бы билась об стенку головой, потому что не понимала. And so she finally pulled me aside and she said, "Have you told your son what happened to him when he was a baby?" И однажды вот психотерапевт мне говорит наедине: а ты рассказала своему сыну, что с ним произошло в детстве? This was my son who at the age of 3 months, his mother actually beat his head on a coffee table and it caused skull fractures.
в 3-месячном возрасте мама била его головой об стол, и у ребенка была травма черепно-мозговая. And he ended up having a seizure disorder and a lot of other things and almost died at that time. И очень много было последствий, приступов эпилепсии. Он чуть не умер в результате такого обращения. He ended up actually dying, and they brought him back through CPR and putting in a fake new airway. Он умер, но его реанимировали. And so not only did he have the trauma of his mom injuring him, but he also had the medical trauma of actually having CPR done and those things. И кроме того, что его мама травмировала, у него еще были травмы медицинские из-за того, что ему искусственный массаж сердца делали. And I remember being horrified, because why would I ever want my child to know that horrible thing that had happened to them? И мне было даже страшно подумать о том, чтобы рассказать ребенку о том, как это было ужасно, я не хотела, чтобы он знал об этом. Because in my mind, I thought that babies would maybe not remember. Потому что я все-таки, я думала, что дети не помнят, малыши не помнят. And she said, he knows, but he cannot verbalize that something bad happened. И этот терапевт сказала, он знает что произошло, что-то ужасное с ним, но у него не хватает слов, чтобы объяснить, что с ним произошло. If you do not verbalize his history for him, then you are going to continue on this path with him. И терапевт сказал, если ты не положишь слова на его чувства, вам придется долго идти по этому тяжелому пути вместе. And so I went home like any good parent, and I started researching whether that would be a good idea. И как хороший родитель я пришла домой и стала читать все, что попадется на эту тему, хорошо ли ребенку рассказать. Because I certainly didn't want to re-traumatize my child. Я точно не хотела нанести ребенку повторную травму. And what I saw was psychologist after psychologist after psychologist who all were saying the same thing. И я увидела, что психолог за психологом, за психиатром говорили, что нужно рассказать. Your body remembers trauma even if it happened when you were a baby. Ваше тело на физическом уровне запоминает травму, даже если она произошла в младенчестве. And it stores that trauma on a cellular level. И травма это запоминается, утрамбовывается на клеточном уровне. And if you do not give your child the words or the ability to process this trauma, it will remain in the body. Если вы не дадите слова ребенку, чтобы переработать эту травму, она так и в теле останется. But I was still scared to tell him. Но мне все равно было страшно. And he was 9 years old at the time. И ему уже было 9 лет в это время. And I remember after one extremely horrible, long, raging, screaming fit, he was sobbing in his bed. Помню, после одной ужасно долгой, громкой истерики он рыдал в своей кровати. And I was laying beside him and I was rubbing his back. Я лежала рядом с ним и гладила его по спине. And I said, do you ever wonder about when you were a child before you came to my home? И сказала, тебе иногда приходят мысли о том, что с тобой было до того момента, пока ты не попал ко мне в семью? And very quietly he said yes. Очень тихо говорит да. And I said, when you were a baby, you got hurt really bad. И я сказала, когда ты был совсем малыш, тебе сделали очень больно. And what happened to you was not your fault. И то, что с тобой произошло, не было твоей виной. And your mother loved you, but she did hurt you very badly. Твоя мама любила тебя, но она причинила тебе боль и вред. And she hurt you on your head. И она причинила боль твоей голове. And he started crying again, and he said, I always knew something bad had happened to me. Он начал плакать и сказал, я всегда знал, что со мной произошло что-то ужасное. And I remember feeling this freedom because he already knew. И я помню вот это чувство облегчения, потому что он уже знал об этом. And I was able to tell him that that dark, hard thing that he was carrying around wasn't his fault.
И у меня была возможность сказать ему о том, что вот это темное, тяжелое чувство, которое он носил внутри, это не было его виной. And that it wasn't that there was something wrong on the inside with him. И что это не то, что у него там проблемы какие-то внутренние. And what was amazing about that is I saw my son change so much after that moment. И самое удивительное, что мой сын очень сильно изменился после вот этого момента. It's like it released a lot of the pain and the suffering that he was carrying. Такое ощущение было, что вот боль и тяжесть, которую он носил, она ушла куда-то. And then I would continue to keep the door open if he had further questions. И я всегда оставляла дверь открытой, если у него были дальнейшие вопросы. Because I tell him, if you ever wonder something, I will tell you. Потому что я ему сказала, если тебе когда-то что-то будет интересно, я тебе расскажу. But I wanted to share that with you because I think it's important our kids understand that something bad happened to them, but it wasn't something that they caused. Я хочу, чтобы вы понимали, что у дети должны знать о том, что с ними произошло что-то ужасное, и должны осознавать, что это не по их вине с ними произошло. Do you want the ones that are translated, or do you want to read those for you? Read those for me to look at. Okay. Я просто некоторые почерки не понимаю, надо время. Okay. How do you practically switch a child from backward brain? Как переключить ребенка с заднего мозга на передний, практически? Okay? I don't want you guys to answer. How do we move our kids from this to this? Да. Может, у вас есть какие-то вещи, которые вы делаете, чтобы переключить ребенка с рептильного мозга на переднюю, на лобную часть? Помочь осознать, то есть описать эмоции и перевести его в какое-то другое состояние, чтобы из эмоций вышел на... Вы это делаете практически? Да. Я сделала уголок покоя детям. Они слышно, Я сделала детям уголок покоя. И там собрала вот мяшки такие, которые они могут мять. Там запах. Потом распечатала эмоции, какие они сейчас испытывают. Вот. И, то есть они могут... Такой батут у нас есть кругленький, и сверху на него что одевается так, или мячик. Они там сидят, когда они расстроены, и они могут там что-то помять, что-то еще сделать, и вот определить могут эмоции, что они сейчас испытывают. Well, and luckily, we're going to draw for the prizes. You can use the prizes. У нас как раз мы будем сейчас призы раздавать, и вы можете использовать эти призы для таких вещей, для успокоения, чтобы перевести ребенка с задней части на переднюю часть. So it was like the perfect question. Идеальный вопрос. Can I share some of the stuff that I do with them? Yes, please do. And I was going to go over it more. I just really. Ну, мне помогает то, что я делаю, когда ребенок плохо себя ведет, я прошу там попрыгать или если на улице побегать для того, чтобы кислород поступал в мозг лучше. I use brushing too. Has anyone done brushing? Еще я использую щеточки разные. You can take a soft bristle brush. Можно взять любую щеточку и you just brush on their arm 3 times. И 3 раза погладить на одной руке. And 3 times the other side. 3 на другой. And so you're just brushing, and it's rhythmic, and it meets all those sensory. И то есть это ритмичное движение, во-первых, во-вторых, тоже сенсорные окончания будет. And I have a friend whose son is nonverbal, and when he gets stressed, he'll stick his arm out, so she'll brush it. У меня есть подруга, у которой сын очень
плохо выражает себя словами, и когда вот он в состоянии стресса, он подходит к мне прям так. He has Down syndrome and he cracks me up all the time. У этого мальчика синдром Дауна, он просто веселит своим поведением, Стейси часто. У меня у младшего очень сложное поведение в саду и дома. И мы купили ему в Икее вот эти детские кресла, которые как яйцо закрывается и крутится. И домой, и в садик. Вот это реально помогло, потому что в саду он знает, ну, как бы договоренность была с воспитателями, что как только у него приступ, он знает, когда вот его накрывает, он не сдерживается уже в эмоциях, они ему помогают, или он сам уходит, садится, закрывается, крутится. И еще помогло, что он детей туда пускает. То есть ему очень нравится, он иногда по очереди пускает в свое кресло детей и чувствует себя таким, да. У нас мальчишка Сережка, которого вернули, он был в семье, его вернули, теперь он на семье. Одна из претензий последних его родителей до нас, которые были, что он кидался на мать. То есть он агрессию вымещал на матери. Когда он пришел к нам, я старший попросил быть, когда меня дома всегда рядом, чтобы физически обнять его, чтобы, если такая агрессия будет проявляться, чтобы они могли подавить ее. Человека мозговую уставлять. Но когда у Сережка выходил из себя, мы с ним договорились так, что Сережа, вот вместо того, чтобы сейчас кричать здесь, топать ногами, материться, это одно из его проявлений было, мат это было, что ты можешь пойти в баню, когда тебя никто не слышит, сделать все, что тебе надо, и перейти обратно нормальным человеком. До бани недалеко, 24 метра, недавно мы опыт делали, мерили, просто надо было по математике. Пока он эти 24 метра идет, пока он закрывается в бане, я думаю, что уже на тот момент он уже остывает. Может быть, мы не знаем, матерился он в бане или нет, но он туда ходил периодически. Что там происходило, мы не знаем. Но время прошло. После этого мы начали наблюдать, он начал делать, когда там, проверишь математику, 4 примера из 5. Правильно? Но мы радуемся, говорили, Сережка, ты такой смешной, ты как ежик злой, но ты уже не материшься, ты молодец. И вот так постепенно он перестал ходить в баню, перестал тур делать. Да, смешно не смешно, но мы послали его в баню, это помогло. What happens in the sauna stays in the sauna. Что случается в бане, остается в бане.